Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили о самых ужасных и мистических островах. Сегодня мы продолжим говорить про острова, но на этот раз мы поговорим про самые опасные острова во всем мире. Змеиный остров. Кеймадо-Гранди или Змеиный остров – остров в Атлантическом океане, находящийся недалеко от берегов Бразилии. Включен в список самых опасных мест Земли. Местные аборигены не просто так дали острову название Змеиный. На его территории обитает порядка 12 тысяч ядовитых змей, в их числе есть одна из самых ядовитых – копьеголовая. Также, если присмотреться, сама форма острова напоминает змею. А сами змеи, живущие на острове, весьма агрессивны и могут мастерски маскироваться и приспосабливаться к условиям окружающей среды. В ожидании жертвы они могут весьма долго находиться в неподвижном состоянии. Согласно статистике, только на 1 квадратном метре земли тут находится порядка 5 змей. На острове установлен маяк, который работает в автоматическом режиме. Когда-то на острове Кеймадо-Гранди проживали смотрители со своими семьями, но, к сожалению, всем им было суждено умереть от укусов змей. Во избежание несчастных случаев, власти Бразилии установили запрет на посещение Змеиного острова. Несмотря на то, что страна находится в непосредственной близости с ним, всего в 35 километрах, никто из бразильцев не решается его посещать. Остров Сейбл. Недалеко от берегов Новой Шотландии находится остров Сейбл, который также именуют кладбище Атлантики, потому что вы найдете на этом острове обломки 350 кораблей. Главная опасность, которая подстерегает у Сейбла моряков, это зыбучие пески его отмели. Пески коварного острова буквально поглощают попавшие в их объятия корабли. Достоверно известно, что оказавшиеся на отмелях Сейбла пароходы длиной около 100 метров полностью исчезали с глаз в течение 2-3 месяцев. Пожалуй, самое удивительное то, что Сейбл все время движется благодаря 2 встречным течениям – Гольфстрима и Лабрадорского течения, и его скорость составляет около 230 метров в год. Это кочующий остров, беспрестанно меняющий свои размеры, конфигурацию и координаты. Это порой приводит к навигационным ошибкам. На острове также живет 5 человек постоянного населения, персонал метеорологической станции. Остров Миякидзима. Остров Миякидзима расположен в Тихом океане, в 128 километрах от Токио, Япония. Нужно быть по-настоящему храбрым, чтобы жить здесь. Миякидзима – вулканический остров с действующим вулканом, который извергается каждые несколько лет. Но намного более смертелен ядовитый серный газ, который просачивается из земных недр. Последнее извержение произошло 14 июля 2000 года и вынудило 3600 жителей острова эвакуироваться. Они просто не могли оставаться там дольше. Однако целый город людей в противогазах поднялся буквально из пепла. Независимо от опасностей, на острове живет немало местных жителей, да и туристы в изобилии. Такой вид туризма с одноразовыми масками, проданными на паромной переправе и местных магазинах, очень выгоден для региона. Северный Сентинельский остров. Официально остров управляется Индией. Этот остров – место обитания сентинельцев, адаманского коренного народа, живущего в полной изоляции от остального мира. Точная численность населения неизвестна и варьируется в диапазоне 40-500 человек. В 2006 году аборигены убили 2 браконьеров, рыбачащих у побережья, и не позволили забрать их тела вертолету индийского правительства, отогнав его градом стрел. Наконечники они делают из металлических предметов, в частности гвоздей, которые выносят на берег. Подобная участь ожидала и других незваных гостей, ранее пытавшихся высадиться на остров. Последние 30 лет жителей острова никто не тревожит, а периодические наблюдения за ними ведутся с дронов и вертолетов. На этом наше видео заканчивается. Я не была на этих островах и вам не советую туда ехать. До скорого!